Товарищи, в этом тесте мы оценим ваши знания и понимание истории СССР. Проверьте свою эрудицию и воспоминания о прошлом и узнайте, сколько интересных фактов вы знаете о Советском Союзе. В какой день отмечали день рождения комсомола? 29 октября 1918 года на Первом Всероссийском съезде Союзов рабочей и крестьянской молодежи было принято решение о создании Российского коммунистического союза молодежи. Позднее эта организация дважды переименовывалась. В итоге получился ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. Как назывался атомный ледокол, который СССР спустил на воду в 1959 году? Первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой носило название «Ленин». Ледокол был построен в Советском Союзе для обслуживания Северного морского пути. Он пробивал лед толщиной 2 метра и позволил мореплавателям бороздить северные моря круглый год. Сейчас Ленин пришвартован в Мурманске, на ледоколе находится музей. Расшифруйте аббревиатуру ГКЧП. Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР. Так назвали себя советские лидеры, решившие отстранить от власти Горбачева. Заявленной целью ГКЧП было сохранение Советского Союза и приостановка проводившихся в стране реформ. Какого советского вождя в народе называли Гуталин? В народе Сталина называли по-разному. Одно из самых распространенных прозвищ было Гуталин или Гуталинщик. Во-первых, Сталин был сыном сапожника. Во-вторых, многие реальные гуталинщики-айсоры имели внешнее сходство с вождем. Как можно было получить хорошую книгу, не потратив деньги? В 1974 году в Советском Союзе стартовал эксперимент по обмену макулатуры на книги. За каждые 20 килограммов сданного бумажного хлама в пункте приема сырья клиенту выдавали специальный талончик, который затем отоваривали. За классический двухтомник приходилось отдавать уже 40 килограммов бумаги. Как в народе прозвали рубашку с отложным воротником, за которой охотились все советские модники? Рубашки с отложным воротником в СССР принесли стиляги 50-х. Тогда, на заре появления, их красиво называли батандаун, но позже переименовали в батники. Тренд на подобные модели сразу приглянулся и первым модницам страны, и девушкам из провинции. Сколько конституций успели принять за 69 лет существования Советского Союза? За 69 лет своего существования Советский Союз сменил 3 конституции. Первая конституция СССР была принята в 1924 году. Вторую конституцию приняли в 1936 году, она носила название «Сталинская». Третья редакция Конституции была проведена в 1977 году при генеральном секретаре
с Брежневе и носила соответствующее название брежневская. Сколько граней у классического граненого стакана? Изначально посуда имела только 10 граней, объединенных единой окружностью, идущей поверху стакана. И в итоге было принято решение остановиться на выпуске стаканов с 16 гранями. Стали считать, что каждая грань символизирует собой одну из 16 таковых, входящих в состав Советского Союза. Советская триада, квартира, машина, что пропущено. Квартира, дача, машина, триада, характеризующая потребительский идеал, сложившийся в советском обществе в 1960-1980-х годах. В Советском Союзе государственные дача и машина полагались высшему слою чиновников, заслуженным ученым, директорам крупных предприятий, некоторым известным спортсменам, деятелям искусства, космонавтам и передовикам производства. Наличие таких государственных ценностей у человека, не приближенного к власти и не входящего в высокооплачиваемую элиту, могло указывать на нетрудовые доходы. Куда ссылали неугодных? «101-й километр» – неофициальный термин, обозначающий способ ограничения в правах, применявшийся в СССР к отдельным категориям граждан. Им запрещалось селиться в пределах 100-километровой зоны вокруг Москвы, Ленинграда, столиц союзных республик, других крупных, а также закрытых городов. В годы политических репрессий туда отправляли членов семей репрессированных. Позднее подобной высылке подвергались тунеядцы, диссиденты, рецидивисты и осужденные по особо тяжким статьям. Обычно срок такого запрета составлял не менее 5 лет. Какая жидкость продавалась в бутылках треугольной формы? Предназначалась треугольная тара для разлива уксусной эссенции. Так как жидкость была потенциально опасна для жизни и здоровья, ее помещали в легко узнаваемую визуально и на ощупь тару. Даже взяв такую бутылку в кромешной темноте, станет сразу понятно, что пить из нее не стоит. Помимо трехгранной формы, данный вид тары отличался наличием специальных полосок на углах. Это мерные деления, которые помогали хозяйкам разводить вручную уксусную эссенцию в обычный столовый уксус. Товарищи, подпишитесь на канал и оставьте свой отзыв. Также поделитесь этим видео со своим товарищем. До новых встреч!